Приветствую всех зрителей YouTube канала Алекс Моторный. Мы продолжаем прогулки по достопримечательностям Харьковщины и сегодня побываем в одном из прекраснейших мест Харьковской области – Шаровке с ее замком и парковой зоной. Здесь красиво и живописно в любое время года. Сам замок внутри, конечно, давно утратил былую роскошь. Да и парк требует реконструкции. Но прогуливаясь по некогда величественным аллеям, так просто окунуться мысленно в историю и представить себе размеренную жизнь, светские приемы, важные переговоры, которые проходили здесь. Шаровский дворец напоминает замок из мультиков и сказок. Это двухэтажное здание белого цвета с витражами, окнами и балконами. Земля была собственностью Есаула Матвея Осиповича Шарая. Он купил ее за 4 рубля в 1670 году. В 1700 году на этом месте уже появился хутор на 112 дворов, церковь и несколько мастерских. Первым официальным владельцем усадьбы считается Петр Ольховский. В 1836 году он построил замок с башнями в готическом стиле. Также в этом году заложили первую приусадебную церковь. Чуть позже приусадебную территорию вместе со всеми строениями Петр Ольховский проиграл в карты братьям Гиббенштрейт. Они уже и начали заниматься усовершенствованием территории. Перестроили замок с огромными террасами, а также прилегающий парк, украсив его растениями из самых разных стран. Всего лишь через 21 год поместье приобретает Леопольд Кёниг. Этот человек носил прозвище «Сахарный король» из-за множества заводов по производству сахара. Неудивительно, что у замка есть неофициальное название «Сахарный дворец». В свое время предприниматель приобрел 2 винокуренных завода в Харьковской губернии. Живописная местность Шаровки настолько ему понравилась, что Кёниг незамедлительно купил имение за 250 тысяч рублей. Именно он преобразовал поместье в тот вид, который мы сегодня видим. Двухэтажный дворец на 26 комнат и 3 больших зала. Для устройства парка барон пригласил из Риги Георга Куфальда, с легкой руки которого было высажено до 70 редкостных ценных пород деревьев, представителей флоры Европы, Азии, Америки и Африки. Кроме этого обустроили террасированный сад, розарий и грот с источником. Кёниг тратил все деньги на усовершенствование парковой зоны и дворцового комплекса. Кёниг настолько был одержим постройкой замка, что даже снес пару домов местных жителей и заставил их переселиться в другое место, заранее им купленное. Люди его за это не очень любили. В любом случае, так он расширил территорию этого прекрасного строения и создал новое село в 2 километрах от прежнего. Леопольд Кёниг построил личную электростанцию. К слову, в Харькове подобная появилась только 6 лет спустя. Затем пригласил из Германии инженера Штольца и архитектора Якоби. Велел достроить 2-й этаж и въездные ворота с зубцами. В общем, заказал целый проект в средневековом стиле. В итоге с восточной стороны дворца появилась стеклянная веранда, а на территории здание для охраны, домик садовника, свинарники, а еще дом управляющего, похожий на мини-дворец, манеж для обычных лошадей и гараж для машин. Благодаря усилиям Кёнига был возведен прекрасный архитектурный ансамбль. Главным элементом Шаровского парка стала широкая липовая аллея, по которой были проложены дороги для прогулок на каретах и пешком. Липы обрезались таким способом, чтобы все ветви были направлены вертикально. На территории усадьбы растут и многовековые дубы, самому старому из которых 600 лет.
1903 году Леопольд Кёниг скончался, и его империя перешла в руки 4 сыновей, которые оказались достойными продолжателями дела отца. К началу XX века состояние империи Кёнигов оценивалось в 21 миллион рублей. После смерти Кёнига-старшего Шаровку унаследовал Леопольд Кёниг-младший. Про Леопольда Кёнига-младшего ходят легенды. Одна из легенд повествует о том, что Кёниг влюбился в местную красавицу и женился на ней. Он изо всех сил пытался ей понравиться, но вскоре его молодая супруга начала медленно умирать. Врачи поставили ей печальный диагноз – туберкулез легких. Лекарств от болезни не было. Именно для любимой Кёниг приказал построить огромный дендропарк. Во время прогулок жена Леопольда дышала целебным воздухом, пропитанным травами, и чувствовала себя гораздо лучше. Зная, что супруге осталось жить несколько месяцев, Кёниг исполнял любые ее желания. В один из летних дней его супруга захотела прокатиться по снегу на санках. Изобретательный предприниматель велел засыпать ее любимую гору тоннами сахара, который сам же и продавал, и она каталась здесь с местными детьми. Еще одна легенда повествует о том, что Кёниг отправил супругу на лечение в Крым, где та влюбилась и изменила ему. Доброжелатели, конечно же, сообщили барону об этом в подробностях. Кёниг тайно привез из Крыма камень, на котором якобы произошла измена, и установил его в саду. Жене он не сказал ни слова, а просто водил ее ежедневно на прогулку в сад, мимо того самого булыжника, давая понять тем самым, что все знает. Имя жены Леопольда история не сохранила. Говорят, что ее часто называли просто барышня. Долго Кёниг ухаживал за барышней, дабы она согласилась стать его женой. Однако сердце молодой барышни Леопольд не затронул. Только лишь по настоянию родителей девушка все же согласилась стать его женой. Кёниг много трудился, но всего важнее для него было угождать и потакать капризам барышни. Зная, как она любила цветы, он построил огромные теплицы и следил, чтобы каждое утро прислуга по всему замку расставляла свежие букеты с росой на лепестках. Но, к несчастью, как ни старалась молодая супруга отвлечь себя работой и заботой о местных детишках, она чахла на глазах. Она проживала свой каждый день как последний. Барон простил жену и делал все, чтобы окрасить остаток ее дней. К сожалению, злой рок их преследовал до конца. В 1917 году, когда началась революция, супружеская пара была вынуждена покинуть свои владения и переехать в Германию. Оторванная от дома и от благоприятных климатических условий, барышня вскоре после переезда скончалась. Барон вдовствовал недолго и скоро последовал за ней. Памятником трагической отвергнутой любви остается замок Белый Лебедь. И что особенно интересно, люди, посетившие его, ощущают мистическое влияние на свои судьбы. Влюбленные, побывавшие в замке, практически никогда не расстаются. Люди, пережившие разочарование или подвергшиеся измене, и те, кто испытал горечь безответной любви, в замке Белый Лебедь обретают душевный покой. Со временем этот прекрасный замок перешел в руки государства. Недооценив всю значимость этого архитектурного сооружения, безответственные чиновники организовали здесь санаторий для больных туберкулезом. С началом открытия санатория люди и в самом деле на ранних стадиях болезни выздоравливали благодаря парку Дендрарию. На застекленной веранде больные туберкулезом принимали воздушные ванны даже зимой. Рассказывают, что в узких коридорах замка в повалку прямо на полу спали грязные, оборванные, больные туберкулезом. Но также поговаривают, что люди, собравшиеся там, вовсе не болели туберкулезом. Это несчастные бывшие заключенные, которым некуда было идти. Они жили в замке, их кормили хоть и плохо, но бесплатно. Помогая местным жителям по хозяйству, они зарабатывали себе на выпивку.
Вот так и жили здесь много лет так называемые туберкулезники. Жилым было только левое крыло, а правое наглухо заколочено. К тому же в замке было много пустых комнат. За все время использования под санаторий дворцово-парковый ансамбль ни разу не реставрировался и медленно приходил в упадок. Известно, что в Шаровку приезжала инспекция областной санэпидемстанции. Медики были удивлены тем, что на территории замка не была найдена туберкулезная палочка, и сделали вывод, что это только благодаря уникальному парку дендрарию. На сегодняшний день уцелели некоторые элементы декора, богатая лепнина, расписные плафоны и прочее. А вот мебели во дворце, увы, не осталось. Первозданный облик сохранился только в прихожей. Массивные дубовые шкафы спасло то, что они были сделаны как часть панелей, и отдельно их вынести оказалось невозможно. Стены и потолок расписаны мастерами из Дрездена. По сей день большинство фресок в прекрасном состоянии. Прекрасно выглядят и два камина. Изразцы для них заказывали в товариществе Кузнецова. Представьте себе, за 120 лет не отбилась и не отвалилась ни одна плитка. Кстати, во дворце нет двух комнат с одинаковыми каминами. Один из каминов дворца декорирован деревом, внутри чугунное литье в виде лилий. Лилия, как известно, символ королевской власти. Видимо, очень уж хотелось магнату оправдать свою фамилию, означающую на немецком «король». Цветы были не только в декоре здания. В парке насчитывалось около 200 видов растений со всего мира, а в огромных теплицах выращивали разнообразнейшие экзоты. Автоматический полив, искусственный микроклимат вплоть до тропического. Хозяева не жалели денег на эстетику. Десятки тысяч кустов роз высаживали в грунт уже цветущими, специально к приезду Кёнига с семьей. Если бы в XIX веке существовал Forbes, Леопольд Кёниг точно был бы в списках самых богатых людей Слобожанщины. В Шаровском дворце было паровое отопление, горячая вода, туалет. Мало кто из богачей мог похвастаться такими условиями. Изысканную еду доставляли специальным лифтом. В нишах, углублениях рассаживали пожилых дам. Они обсуждали туалеты женщин, наблюдали, кто кого пригласил на танец. Свидетельствуя свое почтение, покорнейше просим вас пожаловать на Большой Александровский бал в имение действительного статского советника господина Леопольда Егоровича Кёнига. Просим кавалеров прибыть в строгих костюмах, дам в вечерних платьях. В программу войдут большая лотерея «Аллегри»,
дивертисмент при благосклонном участии известных артистов, выступления струнного квартета «Мазурка» и «Кадриль». Примерно такое приглашение в конце XIX века могли получать аристократы и сливки общества Харьковской губернии, жившие недалеко от Шаровки. Неоготический шикарный Шаровский дворец с новейшими достижениями прогресса был символом роскоши и эпицентром светской жизни того времени. Конечно, революция, войны, советский период и годы оставили на дворце свой неизгладимый отпечаток, но не лишили уникальной дворянской притягательности. До 2008 года реставрация Шаровки худо-бедно с перерывами, но проходила. Последние годы Белый лебедь, как и десятки других исторических объектов в Украине, был под угрозой исчезновения. Работники дворцово-паркового комплекса поддерживали усадьбу как могли. Сюда приезжает много экскурсантов со всего мира. Иностранцы диву даются, что такой шедевр находится в запущенном состоянии, ведь он мог бы приносить значительный доход. Много что было утеряно, а что-то было реставрировано, но по понятным причинам уже не выглядит как раньше. С 2008 года замок был открыт полностью для всех, кто любит любоваться изящной архитектурой. От главного крыльца к витиеватому каменному мосту ведет необычная лестница. По обе стороны от моста открывается живописный вид на некогда барские владения. Ранее тут также были фонтаны с кристальной питьевой водой, пробовать которую было дозволено только барону. В 2016 году коммунальное предприятие «Знахидка», на балансе которого находится Шаровский замок, было вынуждено ввести плату за вход из-за недостаточного финансирования. Стоимость входа для взрослых 25 гривен, для детей от 7 до 14 лет 15 гривен. Для экскурсионных групп от 100 до 150 гривен. Наибольшую сумму платили молодожены, у которых Шаровка стала одним из любимых мест для фотосессий. 500 гривен с правом фото и видеосъемки. Все вырученные деньги шли на оплату заработной платы сотрудникам и приведение в порядок территории. В наши дни Шаровское поместье, хоть и изрядно запущенное, является любимым местом прогулок и посещения туристов. Уникальное мистическое влияние ауры замка на посетителей не сказка, а прекрасная легенда, хранящая романтические события столетней давности, одно из свидетельств высокой духовности нашего народа. Сегодня замок находится в руинах. Заброшенное здание не реставрируется. Растения в парке дендрарий медленно вымирают. Памятник архитектуры числится под охраной государства, которое не в состоянии его охранять и содержать. Прекрасное место могло бы быть новой туристической точкой на карте Украины. В наши дни, во время полномасштабного вторжения России в Украину, во дворец посетителей не пускают, а само здание требует реставрации и ремонта. По словам главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко, эти работы планировались еще до начала войны по программе «Большая реконструкция». На их проведение планировалось выделить государственные денежные средства. Было принято решение о консервации объекта. Обследование дворца уже проведено. Когда проект по консервации здания будет откорректирован, работы начнутся. Между тем, в соцсетях начали появляться сообщения, что на территории дворца работают мародеры. Для проверки информации была создана рабочая группа, посетившая культурный памятник архитектуры. По словам Татьяны Егоровой-Луценко, сейчас на территории дворца есть охрана и система видеонаблюдения.
Также на территории будет установлено дополнительное ограждение. Шаровский дворец – один из самых интересных памятников Восточной Украины. И вопрос сохранения этой туристической жемчужины Харьковской области для нас очень важен. Война внесла существенные коррективы в жизнь региона и страны. Главная задача сегодня – сохранить то, что имеем. Дальше будем говорить о реставрации и развитии. Современники не очень любезно относятся к культурному и архитектурному наследию слобожанщины. Но будем надеяться, что к Шаровскому дворцу отнесутся более серьезно. Всем спасибо за внимание. С вами был Алекс Моторный. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.